Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». Сегодня вас ждет аж 3 реплея с 15 фрагами, давненько не появлявшаяся номинация «Захватчик недели» и настоящий артиллерийский ад в номинации «Бронетанковый кулак». Интересно? Еще бы! Но сначала, как всегда, разогрев. Разогрев у нас сегодня будет необычным. Какой уважающий себя маньяк пропустит свой профессиональный праздник? Пятницу 13-е. Правильно, никакой. А где искать настоящих танковых маньяков, как не в разогреве? Итак, начнем на карте «Утес». ГВЕ-100 в начале боя тщательно подбирает своих жертв. Выследить, немного понаблюдать и безжалостно уничтожить. Настоящий психопат. Но у всех крутых психов должен быть свой личный антагонист. И это Type 62. Этот безумец выскакивает на немца и начинает обстреливать его. Схватка напоминает поединок Горы и Аберина. Более быстрый и легкий соперник жалит арту своими тычками, но в итоге остается лежать с выдавленными топливными баками. 11 выстрелов и одно пробитие. Настоящая гора. Едем дальше. Следующий хоррор ждет нас на Ласвилле. Знаете, как это часто бывает, что кто-то маленький и беззащитный в итоге побеждает большое и страшное зло, казалось бы, в безнадежной ситуации. Тут было почти так же. Ну вот как маленькой беззащитной елке победить гадких и кровожадных врагов? Только с помощью жертвы своего товарища. КВ-85 умирает, елка остается жить. Честный обмен. Ну а закончим наш разогрев на по-настоящему хардкорной ноте. Казалось бы, что может быть хардкорного на рудниках? В бою со вторыми уровнями, с главным героем, у которого такое милое прозвище – Мини Маус. Да вот что, счет в какой-то момент становится 1-14, и начинается настоящее кровавое месиво. Почти все враги прут на нашего героя, но его скорострельная секира разрубает недругов один за другим. Это адское месилово могло бы продолжаться вечность, но Мини Маус перебил всех. 15 скальпов собрал он за бой. И на этой зарубе мы заканчиваем разогрев и переходим к номинациям. Захватчиком этой недели становится игрок с ником Sergafon42ru на бат-чате. Закинула нашего бравого француза на Химмельсдорф. В начале боя бат решил действовать по ситуации. Об этом свидетельствует то, что он сначала огляделся, понял, как союзники решили разъехаться и поехал по тому направлению, где он был наиболее нужен – на железку. Такое решение сразу начинает приносить свои плоды. Да какие? Наш герой не только прорвал направление, он еще успел и в центре помочь. Жаль, что повлияло это только на личные достижения бата. 4 фрага, да, но счет уже 10-12 и начался захват базы. А что еще хуже, враги наконец поняли, кто тут главный вредитель, и прут на нашего героя. Беззащитному батшату остается только одно – бежать. Объект 140 догоняет француза, но он не учел одного важного момента. Новый барабан уже заряжен. Советская СТ в 3 снаряда отправляется на покой, но тут возникает проблема посерьезней. Фуловый во всех отношениях батчат. Наш герой начинает убегать, захватывает цель и вколачивает в него 2 снаряда. Бат петляет среди улочек, чтобы не получить билет в ангар, и попадает в темный неблагополучный переулок. Видеть, как последний союзник умирает от рук барабанного хэвика, когда ты сам на КД, это, я вам скажу, не лучшее зрелище. Батчат тут же ныряет в укрытие и, на удивление спокойно, дожидается зарядки барабана, что позволяет забрать хэви. И тут же появляется наш старый знакомый. Злой близнец вторым снарядом оставляет нашему герою 44 единицы здоровья и, есть, разобрались. Осталось 3 снаряда и 2 врага. Батчат едет на поиски арты, но опять начинается захват. Теперь он точно сам не собьется, и надо возвращаться. Француз врывается на базу, и фуловый Т-28. Хуже не придумаешь. И бат забирает его, но только ценой всех снарядов. Все, боекомплект пуст. Выхода нет, надо ехать на захват. Наш Бэтмен долетает до вражеских владений и начинает опасливо наполнять зеленую полоску. Враг вот-вот должен появиться, и вот и он. ГВЕ-100 не покупается на трюк с направленным на нее стволом. Она как будто знает, что снарядов нет. Начинается сумо. Арта пытается хоть как-то сбить захват. Вот она уличила момент. Еще секунда и француза вытолкнут с базы, но нет. Бат успевает захватить. Невероятный бой и отличный захват. Пожалуй, лучший на этой неделе. Поздравляем! Воином этой недели становится игрок с ником Savov777 на 6-м эссе. В начале боя на фьордах для советского према есть хорошая и плохая новости. С какой начать? Давайте с плохой.
Союзный топ Т-34 мирно спит, а значит у нас -1 танк. Хорошая новость? Ваншот вражеской елки задает тон всему бою. Очень легко и непринужденно наш герой набивает 4 фрага. Правда, счет 4-9, да еще и Су-100 села на хвост. И хотя успокоить сушку взрывом БК было просто, новая порция врагов, возникших прямо перед лицом, это как-то не очень. Вот сейчас начнется настоящая битва. Выстрелы от ВК-3601 нам нипочем, и наш воитель отправляет сначала его, а потом и КВ-4 обратно в ангар. Счет 7-11, и враги уже подступают к базе. Тигр-2 попадает в поле зрения, получает свою плюху и тут же прячется. ИС-6 топит вперед и все же забирает немца. И теперь пора покарать АМХ-50-100, который совсем недавно убил нашу арту. Поездка за скальпом сотки была омрачена смертью последнего союзника. Но что такое 7 врагов, когда ты уже убил 8? Бадания с французом впервые за бой проходят с потерей здоровья, но лишь на 1 выстрел. Хотя тут советскому тяжу, конечно, повезло, ведь снаряды от арты упали в считанных метрах от него. Тяж решает двигать наверх через горку, но вражеский Т-34 прерывает его. Теперь шестерка в засвете, и надо бы обмануть врагов. Немного проехать на гору, а потом поехать через центр. Маневр, конечно, правильный, но чуть было не выходит нашему воину боком. ИС-6 выскакивает на ИСа и тройку. ИС без цифры мгновенно умирает, а вот со вторым все не так просто. Фугасов наш герой не возит, потому и крики товарищей в чате не слушает. Остается перестреливаться впустую до тех пор, пока тройка не совершит ошибку. Слишком довернул корпус враг, и наш герой сразу воспользовался этим. Отлично, остались 3 арты. Первой на глаза попадается ГВ «Пантера», и САУ отправляется на отдых. ИС-6 тут же получает душевный чемодан от М40-43. Это было не смертельно, а значит, все еще впереди. Советский тяж обнаруживает М44, которая прячется за камнем. И тут же вторая арта. М40-43 перед смертью разряжается в нашего героя, но уже поздно. Последний враг погибает. Что тут можно сказать? Парень на своем 6-м ИСе набил 15 фрагов и определенно заслужил звание лучшего воина этой недели. Поздравляем! Ну а если вам интересно, вы можете почитать, что об этом танке думают вододелы, такие как Джофф и Муразор. Переходите по ссылке. Если вы помните, у нас есть номинация «Бронетанковый кулак», и посвящена она лучшим реплеям из командных боев. На этой неделе победу в ней одержал небезызвестный Арклит и его бравая команда. Сетап у наших героев самый что ни на есть артиллерийский. 5 САУ и 2 МХ-1390. Закинула их на мураванку в атаку, а соперниками оказалось 5 третьих ИСов, 110 и Т-37. Разъезд САУ в самом начале боя выглядит следующим образом. 2 Буратино и М40-43 едут в низину в квадрат А3, а Лоррейны отправляются в А0. Такая позиция позволяет артиллериям стрелять по всей области карты, а также обезопасит их, ведь все же помнят мудрость про яйца и одну корзину. Итак, первый засвет происходит на горке, где 2 тройки и 110 просто прут вперед. Засвета 90-ка хватает лишь на чуть-чуть покалечить, но не убить. А в это время в лесу уже объявились еще 2 тройки Т-37. Теперь ясно, враги поняли, что позиционная игра на руку их соперникам. Ну, или они просто думают, что разломать арту не составит проблем. Как бы то ни было, соперники подбираются все ближе и ближе, и 1390 принимает 110-го. Китаец, конечно, выстрелил, но вот подумать о том, что у АМХ барабан, не успел. Один есть. На другом фланге 90-к забирает Т-37, но одну французскую САУ спасти не удалось. 2-1. Почти сразу дела становятся еще хуже. Вот тот же ИС-3, который убил Лоррейна, забирает еще и Буратино. 1390 начинает отвлекать одну из троек, и это дает возможность арте отработать по неприятелю. Один из врагов почти добрался до низины в А3, но грамотная командная игра помогает забрать и его. Теперь неприятели прут только со стороны леса. Спасти Лоррейна с 4 единицами здоровья не получится, а вот в 2 барабана забрать тройку — это пожалуйста. Противник явно недооценил 90-ков и продолжает терять танк за танком. 2 оставшихся ИСа выкатываются на решающую битву. К тому моменту 1390 уже успели перезарядиться. А это значит, что еще парочка барабанов доброжелательности уже наготове. АМХ отвлекают, а арта попадает. ИСы уже ничего не могут сделать. Еще несколько секунд, и 2 грозных ТТ превращаются в груду металлолома. Отличная командная игра позволила ребятам даже с таким сетапом затащить и получить звание «Бронетанковый кулак». А если вы наивно полагаете, что это просто везение, то вот вам видео. Тут Арклит и компания с этим сетапом из артиллерии стабильно и методично нагибают на разных картах. Посмотрите. В номинации «Поддержка недели» сегодня побеждает игрок с прекрасным ником «Лесной олень», который не менее прекрасно сочетается с его французской елкой. Закинуло наше лесное чудо на карту степи в бой к 7.
Могло быть, конечно, и хуже, но и при таком раскладе Ёлка вряд ли может что решить. Именно так подумали и союзники, и враги, в то время как АМХ поехал прикрывать аллею и уже вовсю начал раздавать урон. Так точно! Ёлка отправляет в ангар грозного ИСа. Добить Т-29 француз не успевает, но зато теперь он четко знает, что аллея прорвана. А это значит, что пора бы вернуться к роли ЛТ и поехать за артой. Битва с Су-14-1 начинается с битвы с собственным орудием. Благо второй выстрел настиг САУ, еще -1. В кишке немного заплутали Тигр-1 и КВ-3. И если в немца наш герой успел разрядиться лишь раз, то фраг в лице КВ-3 почти полностью на совести француза. Вражеский Т-29 отвлекает на себя внимание, а в это время к нам в тыл пробирается Комет. Пробраться-то он пробрался, а вот что дальше делать, так и не понял. Смерть вражеского Т-29 делает счет 13-11, и может показаться, что все хорошо. Но стоит Ёлке немного отступить для обходного маневра, как счет уже сравнялся. А еще спустя мгновение наш герой осознал, что он один против 2 вторых ИСов. Использование в такой ситуации своих сильных сторон – вот залог успеха. Наш француз это знает и потому что из силы топит к родной базе ожидать захватчиков. Китайцы не заставляют себя ждать. Зафиксировав свое внимание на одном из врагов, Ёлка смогла избавиться от него за 3 выстрела. И теперь начинается нервотрепка. Ёлка несколько раз пробивает ИСа, у китайца остается 47 единиц здоровья и нет! Снаряд француза проходит мимо, а тяж разряжается в нашего героя, и теперь они оба на 1 выстрел. Я был неправ. Именно сейчас началась нервотрепка. Соперники боятся совершить ошибку. Каждый хочет победить, еще несколько обманных движений, из 2 стреляет и не попадает. И Ёлка заканчивает бой. Великолепно! 6 фрагов, 4343 урона и настоящее тащунство в ситуации, когда никто этого не ждал. Определенно заслуживает звания поддержки этой недели. Поздравляем! В номинации «Братья по оружию» сегодня побеждает взвод из СТБ-1 и Е-50М. Закинула наших героев на карту монастырь, и начинают они с того, что отправляются в ухо, чтобы пострелять соперников на подъезде к монастырю. Работать эта схема начинает сразу. Первый враг в лице Т-54 уничтожен почти мгновенно. Хотя больше никого здесь выцепить не получается, но начало определенно удачное, и наши герои двигаются дальше. Небольшая перестрелка приносит взводу еще 1 фраг, но ситуация медленно, но верно становится ужасающей. Счет 2-5, враги полностью прорвали другой фланг, и как минимум 4 вражеских тяжа, как коршуны, кружат около базы. Наши герои одни из первых понимают всю плачевность ситуации и возвращаются обороняться. Около базы стоял Т-110Е5, правда недолго. Тигр-2 продержался чуть дольше, хотя и для него бой быстро превратился в лицезрение ангара. Самое веселое в этой ситуации то, что базу вроде отбили, а дела стали еще хуже. Соперники уже подбираются сзади, и счет 5-10. Взвод убивает еще порцию врагов, и тут же на СТБ выкатывается сразу несколько неприятельских ПТшек. Но японца голыми руками не возьмешь. Один из объектов пытается спрятаться, но наш герой забирает его. Тут же выскакивает еще один 268-й. СТБ гуслит его и сразу переключается на 704-го. И теперь он 1 на 1 с 268-м объектом. Закрутить ПТ не составляет большой проблемы. Отлично. Но расслабляться рано, ведь добивание шотного Т-110Е5 проходит параллельно со смертью последнего из союзников. И теперь наш взвод 1 против 5 врагов. Льва и 3-го ИСа найти проблем не составляет, в принципе, как и уничтожить их. Тут же светится еще и АТ-15, но наши герои выбирают более хитрый ход. Медлительный британец не сможет помешать нашим быстрым СТ разделаться с 2 САУ. Взвод подъезжает к базе и забирает первую из них, но начинается захват. Дерзкий АТ или еще более дерзкая САУ? Надо бы выяснить. Е-50М возвращается и нарывается на арту, которая убивает его. Вот это поворот! СТБ мчится мстить обидчику и настигает его, даже не останавливаясь. Теперь на базу за АТ-15, но британец не так прост. Он сам начинает атаковать нашего героя. Японец заходит с фланга и несколько раз стреляет по врагу. Еще выстрел и есть! Есть победа! Наш взвод убил всех. Все 15 фрагов на счету СТБ и Е-50М. Отличная игра и заслуженное звание братьев по оружию. Поздравляем! Победителями прошлого выпуска стали игроки с никами Отец Андерсон и Джек Фок из номинации «Братья по оружию». Именно их вы выбрали лучшими в нашей группе ВКонтакте. Поздравляем победителей и вручаем им дополнительную порцию золота.
Ну и на этом у меня все. Хочу только сказать о двух супер крутых роликах, которые вышли у нас на каналах. Первый о том, как увеличить FPS, что нужно делать, чтобы игра работала быстрее. А второй об ИС-7. Даже если вы не играли на этом танке и не планируете, посмотрите, ролик очень интересный. Ну а на этом у меня уже точно все. Всем спасибо, всем пока.